Всем солнечное чао! С вами Влад Кава, искусствовед, богослов и преподаватель итальянского языка. Хочу показать вам, как можно и как нужно читать древнеегипетское искусство. Потому что египетское искусство, оно всегда многослойно. Оно многослойно, как свиток папируса, который разворачивает перед нами тайны мироздания. На первый взгляд оно может показаться простым, особенно если у человека нет необходимых фоновых знаний. Но если заглянуть поглубже, основываясь на религиозных текстах, то перед нами открываются смыслы, которые скрыты в цветах, линиях, жестах и образах. Сейчас я хочу предложить вам взглянуть именно так, с позиции тайного знания, эзотерического знания, если хотите, на одно из самых известных произведений древнеегипетского искусства. Это на самом деле шедевр. Это знаменитая сцена охоты Небамона из его гробницы. Возможно, вы видели его уже. Здесь изображен чиновник, его семья и слуги, которые охотятся в зарослях папируса на птиц. Это стандартная трактовка. Но что если я скажу, что это не просто охота, и как бы даже и не связано ничего с охотой? Потому что перед нами не иллюстрация развлечения знатного египтянина, как многие думают, как пишут в музеях, а на самом деле зашифрованное богословское послание, доступное лишь тем, кто умеет видеть за формами идеи и смыслы. Потому что в этой сцене на самом деле заложен глубокий смысл. Здесь космогония. Давайте вместе попробуем разгадать его. Я поделил этот урок на несколько слоев символизма, да, чтобы была структура. Первый слой символизма – это сотворение мира. Птицы, звук и свет. Обычный зритель, у которого нет подходящего образования, он подумает, что если сцена находится в гробнице, то значит Небамон очень любил охоту. И теперь он продолжает это занятие в вечной жизни. Да? Но древнеегипетская живопись – это не просто рассказы о прошлом. Это на самом деле, скажем так, магические формулы, которые формируют определенную реальность, определенное бытие. Здесь каждый элемент – это не воспоминание, а на самом деле заклинание, которое создает желаемую картину бытия. Более подробнее об этом и почему это так, я рассказывать на своих лекциях, где мы разбираем египетскую книгу мертвых. Да, там много часов, поэтому я не хочу здесь все это объяснять почему, потому что надеюсь, что кто-то уже смотрел, и здесь мы не будем отклоняться от основной темы. Если не смотрели, посмотрите, больше поймете. Ссылка будет в описании. Так вот, алорам, посмотрите здесь на птиц. Их здесь много, и это не просто так. В египетском мифологии птицы символизировать не просто живую природу, но они символизируют сам принцип жизни. Они символизируют постоянное обновление. Они несут в себе идею рождения, возрождения, цикличности существования. Но почему именно птицы? Потому что жизнь – это… Что такое жизнь? Это звук. Вспомните библейские христианские стихи. Вначале было Слово. А что такое Слово? Слово – это вибрация, это ритм, это шум, если хотите, который наполняет пустоту, заполняет пустоту. В египетском представлении мир возник в тот момент, когда первые солнечные лучи бога Ра, солярного бога, солнечного бога, пробили первозданный хаос, осветив заросли папируса. С этим светом появились первые звуки. Какие именно звуки появились? Щебет птиц, пение птиц, кваканье лягушек, ква-ква-ква. Это все шорохи, которые символизируют пробуждение жизни. Жизнь просыпается. Шум – это дыхание бытия. Звуки – это дыхание бытия, можно так сказать метафорой. Да? Доказательство того, что оно существует, живое.
Произнесенное слово– это звук, который наполняет пространство жизнью. Да, кто-то из вас сейчас может сказать, что слово– это Бог, что слово– это логос, ну и так далее. Я по образованию богослов и искусствовед все это знаю, но сейчас мы говорим о других вещах немножечко. Хочу показать вам другую оптику, да, дополнить и объединить это с Египтом. В мифологии Древнего Египта каждое утро солнце возрождается, да, и вместе с ним возрождается мир. Помните, да, что каждую ночь солнце спускается в подземный мир, там сражается с силами зла, а утром оно вновь возрождается. Именно поэтому в этой сцене неба Мона вот так много птиц. Птицы здесь символизируют как они символ здесь как изобилие самой жизни, да, ее обновление. Много птиц, много жизни, да, полнота жизни. Человек изображен здесь, он не просто охотится, он участвует в сакральном акте творения. Второй слой символизма я назвал как победа хаоса, да, охота как богословский акт. Дикая природа реки Нил, болота и заросли папируса в древнеегипетской традиции ассоциировались с первозданным хаосом, тем самым хаосом, из которого однажды появился мир. Этот хаос – это не пустота, как многие думают. Хаос – это неупорядоченная энергия, скажем так, да, которая нуждается в гармонии, в том, что из нее сделали порядок. Да. Что такое космос? Древнегреческого переводится как космос, это порядок. Да? Девочки делают косметику на лице, они наводят порядок от слова космос. В мифологии Древнего Египта хаос, он воплощался в образе, помните в кого? В образе кого? Змея по имени Апопа, великий змей. Ну или дракон, местами он очень похож на дракона. Да? Он тоже вечный противник солнечного бога Ра. Каждую ночь он пытается поглотить солнце, скушать его, чтобы погрузить мир во тьму. Но каждое утро солярный бог Ра побеждает его, и после чего восходит на небо. И теперь посмотрите на небо Мона. Он не просто ловит птиц. Если вы будете в музее или слушать гидов или каких-то преподавателей, которые не особо разбираются в богословских и алхимических вопросах, символе, то они будут говорить, что он ловит птиц, да, держит их, типа ловит. Собственно, поэтому этот шедевр так и назван «Сцена охоты». Да? Поэтому они все будут говорить, что он ловит птиц. Но на самом деле он их не ловит, он их сдерживает. Он направляет их движение. Он помогает лучу солнца проникнуть сквозь заросли папируса. Он помогает порядку восторжествовать над хаосом. Это значит, что он участвует в священном деле. На самом деле он как бы в священном деле поддержания космического равновесия, скажем так. Он не просто чиновник, а он в каком-то смысле помощник богов. Он вписывает себя в божественный порядок и заявляя о своем праве на вечность. Но он это делает скрыто, завуалированно, чтобы обычные люди, у которых нет образования, ничего не поняли, чтобы для них все выглядело так, будто это обычная сцена охоты. Третий слой символизма – это скрытый символизм, о котором говорит рыжий кот. Рыжий кот здесь как послание зашифрованное, чтобы люди понимали сразу, о чем здесь речь. А только одна деталь – рыжий кот. Смотрите, мог ли Небомон сказать обо всем этом, что я только что сказал, открыто? Разумеется, нет. Потому что египетское общество в те времена жило по строгим канонам. Была чрезвычайно строгая субординация. Только фараон имел право говорить о себе открыто, как о божественном соучастнике мироздания, порядка, космоса. По сути, должность фараона, если вы помните, это быть соучастником. Да? Простые смертные, даже знатные вельможи не могли открыто заявлять о своих амбициях. Это было запрещено и могло очень жестко наказываться. Но как быть, если ты не хочешь оставаться просто тенью на нашей земле?
Если ты знаешь, что в тебе больше, если при жизни ты делал намного больше, ты внес свой вклад в развитие общества, в цивилизацию, тебя всю жизнь, вот знаете, есть, возможно, у вас, возможно, вам знакомо это чувство, когда внутри тебя всю жизнь что-то тянуло делать что-то хорошее для людей, для их развития, для общества, да, когда ты живешь доброй волей. И при этом ты жил в таком, знаете, строгом кастовом обществе, где запрещалось такие индивидуальные регалии. Тогда тебе приходится говорить об этом всем, говорить на языке символов. А ведь искусство. Что такое искусство? Искусство – это всегда история, это всегда сообщение на языке символов. Искусство, оно не про красоту. Все говорят, многие говорят, что искусство должно быть красивым, да, должно быть красивым. Но те, кто так говорит, они ничего не знают про искусство. Они вообще путают даже декоративное искусство с высоким искусством. Декоративное искусство должно быть красивым, а настоящее искусство нет. И ничего общего с этим не имеет. Но сейчас не об этом, в другой раз. Это тоже отдельная лекция на много часов. Я хочу обратить ваше внимание и понимание ваше, что о скрытом богословском символизме, о котором я говорю, нам говорит только одна деталь. Эта деталь, она как ключик к пониманию всего сообщения, которое хотел нам сообщить заказчик данного шедевра. Обратите внимание на то, как в этой сцене, как бы тихонечко, незаметно появляется маленький, почти едва уловимый рыжий кот. У тебя многих, даже когда показывают эту фреску, многие даже его не замечают, не обращают на него внимания даже. Почему это так важно? Дело в том, что рыжий кот в Египте – это не просто животное, это сам бог Ра. В одном из мифов, когда солнечному богу пришлось сражаться со змеем Апопом, он принял облик огромного рыжего кота, который разрубил змея ножом. Поэтому иногда на фресках мы встречаем бога Ра в образе рыжего кота. Да? Солярный бог, солнечный бог, в образе рыжего кота. Значит, изображенный на фреске кот – это не просто спутник охотникам. Это знак, это ключ к символическому коду. Это символ. Это намекает на то, что сам Небамон, он отождествляет себя и свои действия с богом Ра. Что он тоже участвует в битвах с силами хаоса, с силами зла, с теми, кто живет в нашем мире со злой волей, которые совершают грехи. Да, люди такие есть, не очень хорошие. А что такое грех? Слово «грех» с древнегреческого переводится как промах или непопадание в цель. Да? По сути, грех – это действие человека, это его выбор, который не соответствует цели человеческого существования, который противоречит предназначению человека, как созданного по образу и подобию Бога. Но из этой строгой египетской иерархии и каст наш герой Небамон, он не мог говорить об этом прямо, да, вслух. Поэтому люди, интеллектуалы, богатые, аристократы, некоторые жрецы, они делали все это скрыто через искусство, вот похожее, как здесь мы видим. Мы часто вот такой скрытый символизм встречаем. Они оставляли в своих гробницах вот такое вот изображение, где зашифровывали определенные послания. Ну, это как бы не сколько, это зашифрованная, скажем так, магическая формула, да, которая должна была им напомнить, ну, это тоже из египетской книги мертвых мы разбирали, когда человек умирает, да, его душа, они в гробах своих, условно скажем, гробах, да, на стенах изображали вот эти такие вот послания, напоминания для своей души, когда человек умрет, чтобы душа увидела, что изображено на этих внутри гроба, заклинаниях, сразу вспомнила, что ей нужно делать в том подземном мире, чтобы пройти испытания и достичь рая. Ну, это немножечко другая тема. И
Более того, код в древнеегипетском искусстве, он часто использовался как ключ к тайному смыслу. Он как будто говорит зрителю: посмотри внимательно, здесь скрыто больше, чем кажется. Про котов, кстати, в искусстве у меня есть отдельные лекции, видео, в том числе у меня есть видео на канале про черную египетскую кошку Бастет и огненную кошку Сехмет, да, которая очень похожа, это, египетскую имеется в виду, которая очень похожа на Лилит, первую жену Адама. У меня есть тоже видео про это, ссылка будет в плейлисте в описании. Также спонсорам канала и на Патреоне доступны лекции моих курсов. Идем дальше. Четвертый слой символизма – это Небамон как создатель порядка, как сотворец. Теперь посмотрите на всю эту сцену заново. Видите, как все складывается в единую картину после всего сказанного. Птицы – это жизнь, это звук, это первозданный хаос. Небамон – это порядок, это рука, которая управляет хаосом, да, упорядочивает его, создавая из него гармонию. Кот – это символ того, что за этим скрывается нечто большее, чем просто сцена охоты. Сцена в гробнице – это не просто воспоминание, это магический акт, это заклинание, которое должно работать вечно. Да? Это заявление: я был частью великого смысла, и я остаюсь частью этого смысла даже после смерти. Я при жизни помогал делать порядок, и после смерти буду продолжать это делать. Этот человек показывает себя сотворцом порядка вместе с Богом. Небамон, он не просто ловит птиц, он направляет их движение, да, словно управляет силами жизни, помогая солнцу проникнуть сквозь густые заросли папируса и наполнить мир светом. В этом жесте скрыта глубокая богословская идея. Человек находится между небом и землей, может стать посредником между хаосом и порядком, участвуя в этой вечной в этом вечном космическом ритме. Этот мотив, он глубоко укоренен в египетской религиозной традиции. В мифе о сотворении мира бог солнца Ра в первый день творения, он поднялся над водами первозданного хаоса Нуна, и его лучи света впервые пронзили тьму, и в зарослях папируса появилась жизнь. Птицы запели, взлетели, лягушки ква-ква-ква заквакали. Все наполнилось движением, и так началась история мира. Здесь же, на этой фреске, Небамон, он словно повторяет этот акт первотворения. Он словно помогает солнцу возродиться, солнечному лучу в нашем мире, а мир наш темный, да, греховный, а значит и возродиться ему самому. Этот сюжет можно увидеть как египетская параллель к христианской идее сотворения человека и Бога. В христианском Христос говорит: вы все свет мира, да, вы свет мира. Он этим подчеркивает, что человек должен нести свет, он должен упорядочивать хаос, упорядочивать хаос своей души и мира вокруг. В египетском представлении о Маат, это высший закон истины и гармонии, каждый египтянин, он тоже призван поддерживать порядок, нести свет. Не только на социальном уровне, но и в сакральном смысле. Небамон, наш герой, в этом случае он становится символом не только египетского праведника, да, но и любого человека, который стремится к свету, к истине, к божественному миру. Но свет не может существовать без борьбы. Египтяне верили, что каждую ночь солнечный бог Ра, он спускается, да, в мир Дуат, в подземный мир, где сражается с великим змеем Апопом, который олицетворяет первозданный хаос и тьму. Если бог Ра победит, то солнце вновь взойдет на небе. Если он проиграет, то мир погрузится в вечный мрак, в вечную темноту, в вечную тьму, бездну.
Да, вспоминаю Ницше: кто смотрит в бездну долго, тот должен ожидать, что бездна взглянет в него. Опасно смотреть. И поэтому охотящийся нимбомон, он становится частью этой борьбы. Птицы, которые он сдерживать, они символизировать силу хаоса, которые готовы ускользнуть и вновь вернуть в мир беспорядок. Но он, подобно самому Богу, удерживает их, направляет их, структурирует, показывает, что мир может и должен существовать, участвовать в установлении порядка. Тем самым он показывая, что человек может и должен участвовать в установлении порядка на земле вместе с Богом. Не только Бог творит и защищает этот мир, да, от мрака, от греха, но и сам человек, каждый человек участвует в этом, может участвовать, если он захочет. Так же само было и в Библии. Чем занимался Адам и Ева? Они следили за садом Эдемским. Бог дал им дар называть животных именами, называть вещи своими именами. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Имя дает судьбу. В древнем мире дать имя, помните, да, Бог сказал человеку: называй именами животных. В древнем мире дать имя означало установить власть над тем, кого ты называешь. В Библии сам Бог впервые дает имена. Он называет свет днем, тьму ночью, землю он называет сушей, да, Бытие, помните. Когда Бог поручает Адаму назвать животных, это показывает, что человек, он не просто еще одно его творение, а человек, он тоже является сотворцом. Он представитель Бога на земле, который наделен разумом и властью над природой. Этот мотив, в плане природа имеется в виду властью упорядочивать мир, да, создавать из пустоты порядок. Пустота — это, как я уже говорил, неуправляемая энергия, материя. И вот этот мотив, он встречается в египетской религии. Фараон, он как наместник богов, помазанник богов, он нередко давал новые имена покоренным народам и городам. Тем самым он подтверждал свое господство. В библейской традиции человек, он становится своего рода фараоном, фараоном природы, управителем, а не просто ее частью. Имена, они всегда отражают суть вещей. Когда Адам дает имена, он проявляет свою способность различать, познавать и понимать мир. Это делает его не просто хозяином, а осмысленным участником творения. В каббалистической традиция, каббала, считается, что первоначальный язык, Адамов язык, он содержал истинные изначальные имена всех вещей, которые раскрывали их природу. Этот момент можно связать, да, и с египетским представлением. В египетской мифологии знание имени дает власть над объектом. Даже помните, когда если, там был такой, самый злой поступок в Египте был какой? Если, допустим, твой враг пришел к тебе на могилу и стер твое имя, это такой ужасный грех. Это означало, что ты терял свою душу. Вот настолько было это опасно. Вот настолько древний человек относился с трепетом к имени. В текстах-саркофагах богиня Исида, египетская богиня, она узнает тайное имя Ра, бога Ра, солнечного нашего бога Ра, и благодаря этому получает силу над ним. В библейском смысле человек, называя животных именами, да, он участвует в логосе, в высшем разуме, открывая природу вещей через язык. Бог приносит к человеку всех животных, чтобы он дал им имена, но среди них не находится помощника, который бы соответствовал ему, да, помощник, соответствующий ему. В Бытие так и говорится. Это подчеркивает, что, имеется в виду среди животных, это подчеркивает, что человек, он отличается от животных не только физически, но и духовно. Он обладает разумом и даром слова. Не только даром слова, как логоса, но и тут и другая метафора есть, о которой я уже говорил. Слово как сакральный звук.
Вот в этой фреске животные, в отличие от человека, они не имеют этого дара. Животные не могут осмысленно говорить, наделять смыслом, да, структурировать хаос в порядок. Это всегда напоминало египтянам их миф о создании людей. Помните, как создали человека в мифологии Египта? Бог Хнум, который так же, как и в христианстве, в Библии, да, в иудаизме, он лепит людей на гончарном круге из глины. А затем Бог тот наделяет его сердцем и языком. И то есть разумом и речью имеется в виду, да, духом, душой, если хотите. В библейском же, у меня немножечко сейчас не об этом, потому что такое душа в целом. У меня есть отдельный курс лекций, где я рассматриваю, что такое душа с разных религий и философий. Там более подробнее я все эти термины рассказываю и привожу с оригинала. Так вот, в библейском же христианском повествовании дар речи и дар именования, да, дар называть вещи своими именами, оно дается сразу человеку, делая его соучастником в божественном плане. В Новом Завете Иисус Христос дает Симону имя Петр, Кифа, что означает камень. Здесь тот же принцип. Давая имя, Бог определяет судьбу и предназначение. Таким образом, сцена с Адамом в раю, она предвосхищает идею, что Бог доверяет человеку не просто управление природой, но и способность различать добро и зло, определять порядок вещей, быть творцом в малом. Да? Мы привыкли некоторые считать, что как только человек съел плод добра и зла, который дает ему возможность познавать добро и зло, так сразу вон с Адама. Но нет, человек уже до этого умел различать добро и зло, потому что ему Бог дал человеку право называть вещи своими именами. Шум, который взмахивающих птиц на рассвете, это не просто случайный звук природы, а это гимн творению, символ космического возрождения. В этом можно увидеть аналогию и с христианской Пасхой, когда смерть побеждена смертью, любовью. И Иисус Христос, вставая из гроба, Он обновляет мир, да, преображает, подобно тому, как каждый день в Египте рождается заново с победой света, так и христианство, спасение, воскресение Христа, оно стало символом вечного обновления жизни. Эта сцена в гробнице – это не просто картина охоты, это визуальная проповедь о предназначении человека. Он идет путем богов. Во время своей земной жизни он следует пути Ра, а во время смерти он повторяет путь Осириса, чтобы умереть и воскреснуть благодаря любви в новом состоянии, в преображенном состоянии, в новом бытие, и открыть путь для обычных других людей. Небомон, он как поднимающий солнце над хаосом первозданных зарослей. Это символ каждого, кто стремится к свету, кто понимает свою ответственность перед миром, кто участвует в великом деле поддержания гармонии и порядка. В этом универсальная истина, понятная не только древними египтянами, но и людьми всех времен. Я не просто так много говорю в этой теме о христианстве, потому что когда евреи были в египетском плену много лет, то они много чего у них взяли. Тексты, стихи, символизм, мифологию, даже богословию. Очень много общего. Я показываю, кстати, все это на своем закрытом курсе. Вы можете его купить или получить доступ на него на Патреоне, либо через спонсорство в YouTube. Там я показываю, сколько всего общего между цивилизацией шумеров, Египта и христианством. Как наш мир современный живет в этих вот образах, этих древних культур. Алора. Так вот, кратко мы с вами познакомились с завуалированным смыслом этого произведения искусства. Такова глубина древнеегипетского мышления. В их мире человек не был просто случайностью, он был участником космической драмы. Каждый день он помогал Солнцу восходить,
Каждому человеку было отведено свое место в борьбе порядка с хаосом. И вот что удивительно, разве не тот же смысл мы с вами вкладываем в свою жизнь? Разве мы не стараемся каждый день привнести в этот мир немного больше света, немного больше порядка, немного больше гармонии, доброты? Каждый из нас в какой-то мере небомон, да, который направляет лучи добра, солнечные лучи в этот мир. И, возможно, в этом и есть самый важный секрет древних египтян. Киса, кто знает.